Увидите в Галтуе. Одним из простейших методов борьбы с проворотом замка является Ян, это вялое говно. Я когда начинаю говорить, вы... Ему хочется сразу же мяу! По-моему, это киса Воробьянинов. Киса? Да. Всем привет! По статистике продаж машин в России за первое полугодие 2018 года на первом месте среди отечественного автопрома находится Lada Granta. Однако и по хищениям этот бренд тоже в рейтинге угоняемых. В прошлом году их было угнано 471 автомобиль, а в этом году прослеживается увеличение тренда спроса среди злоумышленников. Сегодня мы разберемся в особенности хищения этой модели, поэтому мы переместились в Пятигорск, где эта машина пользуется наибольшим спросом среди автолюбителей. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Итак, мы находимся на площадке у одного из крупных торговых центров. Именно здесь мы начнем наш эксперимент. Напомню, что модели Гранта разделяются на 4 разновидности. Это стандарт, классик, комфорт и люкс. Конечно, они отличаются некоторым функционалом, элементами экстерьера, интерьера, но нас с вами интересует лишь одно – это противоугонные свойства и стойкость к хищению. Соответственно, люкс обладает штатной сигнализацией, штатным иммобилайзером, блокиратором руля, а в арсенале других моделей только штатный иммобилайзер и защелка замка зажигания. Для того, чтобы разобраться в специфике угона этого автомобиля, сегодня мы протестируем 2 модели Гранты и выявим все уязвимости этих машин, а также, справедливости ради, в конце передачи покажем способы противодействия тем угонам, которые сейчас продемонстрирует Ян. Поехали! Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Для начала я найду люкс, главное, чтобы он был только на штатке. Но это распространенный случай, так как автовладельцы очень часто доверяют штатной сигнализации, которая там уже установлена. В комплектации Granta Lux используется заводская сигнализация и иммобилайзер. Владельцы этих автомобилей в 90% случаев не используют дополнительных охранных систем. Чтобы в этом убедиться, Ян осматривает салон автомобиля на предмет наличия внешних индикаторов и светодиодов. Убеждаясь в их отсутствии, он активирует поисковый маяк и прикрепляет его на металлический кузов автомобиля при помощи неодимовых магнитов. Это комплектация люкс, я дерну ее позже, а сейчас я поищу тачку попроще. А, дорогуша, мы можем отдохнуть. Считайте, что деньги у вас в кармане. На комплектации ниже версии люкс не установлена заводская сигнализация, поэтому автовладельцы, как правило, используют дополнительную. Но зачастую вопрос экономии приводит к тому, что системы выбираются недорогие, азиатского происхождения, которые слабо защищены от технических методов деактивации. В данном случае Ян перемыкает провода, идущие к повторителю поворотов, и вызывает реакцию системы сильным ударом. Характерный звук сирены говорит о выходе из строя предохранителя. Затем Ян восстанавливает эту цепь после замыкания, и теперь можно проникать в салон машины. Механизм штатной личинки замка двери выполнен из мягкого металла, поэтому легко поддается воздействию обыкновенной отвертки. Замок зажигания на автомобилях Гранта тоже не выдерживает критики и проворачивается свертом из высоколегированной стали. После проворота замка двигатель заводится. Причиной тому неактивированный штатный иммобилайзер. В 85% случаев эксплуатации он остается незадействованным, так как в комплектации стандарт, классик и комфорт он идет неактивированным с завода.
Итак, как видим, комплектация «Комфорт» с установленной дополнительной недорогой сигнализацией продержалась недолго. Посмотрим, как будет противостоять штатная сигнализация в комплектации «Люкс». Но Ян пока выдерживает время, не стремится идти к выбранной жертве. Почему? Оставляет пока в тайне. Стулья надо ковать, пока они горячи. Действовать смело, побольше цинизма. Людям это нравится. Итак, настало время дернуть люксовый автомобиль. Таким способом работают только по ночам, в связи с тем, что это привлекает очень большое внимание окружающих. Сейчас я посмотрю месторасположение автомобиля. Ага, вот я вижу, где он находится. Итак, работаем. Несмотря на то, что в люксе есть штатная сигнализация, такие ингредиенты, как датчик удара и датчик движения, на ней отсутствуют. Поэтому для проникновения используется разбитие стекла. При этом, конечно же, нет никакой реакции. Шумел камыш, деревья гнулись. Через некоторое время угонщик возвращается и через разбитое стекло откидывает штатную панель для доступа к предохранителям. Выдергивает один из них, отвечающий за работу штатной сигнализации. Теперь можно проникать в салон. Руль заблокирован при помощи штатной защелки. Она выполнена из пористого и неоднородного силумина, и в 90% случаев ее деактивирует резкий проворот руля. Помимо штатной сигнализации, в люксе всегда активирован штатный иммобилайзер. Его обход осуществляется подменой модуля электронного управления двигателем. Он находится в легком доступе, и на его место ставится такой же, но без активированной функции иммобилайзера. В разъем замка зажигания вставляется контактная группа. Теперь можно управлять включением зажигания и стартером для запуска двигателя. Как мы успели убедиться, при наличии штатной либо недорогой дополнительной сигнализации автомобиль не может противостоять техническим методам угона. Что же делать автовладельцам? Для ответа на этот вопрос мы посетили один из установочных сервисов. И сейчас сформируем рекомендации по эффективным способам противодействия хищениям. Евгений любезно согласился нам помочь и продемонстрирует пару интересных механических решений, которые смогут противостоять тем методам угона, которые ранее показывал Ян. Одним из простейших методов борьбы с проворотом замка является удаление тяги личинки замка. Вообще защита автомобиля от угона зависит от условий его эксплуатации, но минимально разумной является связка, состоящая из иммобилайзера и замка капота. Иммобилайзер должен быть меточный, метка должна иметь диалоговый код, криптостойкую защиту, ну, например, вот такой. Блокировка двигателя от иммобилайзера должна монтироваться в подкапотном пространстве и защищаться от поиска и восстановления при помощи электромеханического замка, ну, например, вот такого. Таким образом достигается минимальная эффективная модель противодействия угону. При активированном штатном иммобилайзере угонщики чаще всего производят замену штатного блока управления двигателя, который находится за бардачком. Чтобы этого избежать, мы применяем сейф, который не позволит снять разъемы и подменить блок управления. В данном сейфе имеется свободное пространство для установки цифрового реле блокировки двигателя, которое сильно усложнит жизнь автоугонщику. Установка сейфа несложная, это вы можете произвести собственными силами, либо обратиться в специализированный центр. Крепление сейфа производится на срывные гайки. Оптимальным вариантом защиты все же остается комплексное решение, в основе которого лежит автосигнализация с диалоговым кодом, защищенная от электронного взлома. Кстати, хочу отметить, что эффективные модели систем имеют стоимость с установкой не ниже 8000 рублей. Если вы найдете что-то дешевле, то это будут системы, которые подвержены электронному взлому при помощи код-граббера. Что такое код-граббер, вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании к данному видео. Лучше, если сигнализация будет с GSM-оповещением, таким образом вы проконтролируете свой автомобиль на дальних расстояниях. Как показывает практика, модели Lada Granta, кроме Lux, выходят с завода с неактивированным штатным иммобилайзером. Большинство владельцев не знают об этом, поэтому мы рекомендуем провести процедуру активации самостоятельно. Процедура простая и есть в ссылке в описании. Чтобы защититься от сверта личинки замка и проворота руля, необходимо применять более надежный замок зажигания.
Рекомендуемая защита не только на автомобили производства АвтоВАЗ и GM, но и концерна АвтоВАЗ, Renault, Nissan. Подробности в ссылке под видео. Друзья, сегодня мы убедились, что Лада Гранта, несмотря на варианты ее комплектации, не имеет защиты от угона. Если вам дорог ваш автомобиль, то обязательно устанавливайте эффективные противоугонные средства и только в профессиональных сервисах. Братья, и как всегда, с вами эксперт угона нет. Привет из Пятигорска. Следите за новостями, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч, друзья!